Итак, друзья, переходим уже от административного территориального деления конкретно к теме нашего видео, а что же произошло с недвижимостью. Напомню вам, что недвижимость на острове Кипр имеет классификацию. Мы сейчас говорим о жилой недвижимости. Давайте я условно, так сказать, быстро очень вам расскажу о классификации. Это класс А и Б, это новое жилье. Я буду в дальнейшем в повествовании своем называть это как новое жилье. И старое жилье – это класс С, Д, Е, Ф. Ну вот на этой карте вы видите. Отличается новое и старое жилье только лишь по тем характеристикам, которые, так сказать, изначально декларируют компании-застройщики. То есть новое жилье – это здания, сооружения, которые выполнены из материалов энергоэффективных, энергосберегающих, где, говорят, зимой не холодно, а летом не жарко. Но вот я уже как бы второй месяц живу в Пафосе на Кипре, и как бы так сильно не мерзну. Хотя я живу в помещении, которое не относится к классу А и Б. То есть здесь вполне такой мягкий, достаточно комфортный климат даже зимой. Но так или иначе я как бы вам озвучил, что такое новое жилье и что такое старое жилье. Ну и новое жилье – это так скажем, жилищные комплексы, где более развита инфраструктура, хотя это очень сложно назвать инфраструктурой. Зачастую видишь новый комплекс построен среди поля, ну какая там нафиг инфраструктура. Но так или иначе я проговорил. Итак, мы будем говорить о новом и старом жилье. Но это жилье в любом случае, которое уже эксплуатируется, то есть в нем проживают люди. Давайте по карте вот по этой проговорим. Новое жилье, видим, 2967 евро за квадратный метр. И за месяц период сравнения у нас октябрь-ноябрь показал рост плюс 0,34%. А здесь внизу экселевская такая табличка, да, вы можете посмотреть, как новое жилье в одном лишь городе муниципалитета, Ларнака, стоит совершенно от 6 тысяч до там, 2000 евро за квадратный метр, естественно. И все это зависит от локации, то есть местонахождения местонахождения недвижимости. То есть мы видим исторически сложившиеся локации, которые мы называем, я имею в виду себя и компанию Lim Consulting, как ценовые зоны, которые отличаются по своим стоимостным характеристикам и параметрам. То есть вы перечитывать не буду, можете, в общем-то, сами это все посмотреть. Но в целом, еще раз подводя итоги, за месяц видим, что 2967 евро стоимость квадратного метра и рост плюс 0,34%. То есть можете смотреть на карту, вот эта карта, а можете смотреть на табличку внизу экселевскую, но здесь более подробно в разрезе, так сказать, всех локаций или ценовых зон. Смотрим, что произошло с новым жильем на протяжении одного года. Ну, вот это наиболее интересные слайды, которые дают вам понимание, что же в принципе произошло за длительный период времени, который мы видим здесь. Ноябрь 2024 год, это 2897 евро стоимость квадратного метра нового жилья. И уже в ноябре 2025 года это 2967 евро за квадратный метр. В целом видим рост, как я вам уже и говорил, 2,42% в течение года. Средняя стоимость квадратного метра, видим вот здесь, да, 2967, это в ноябре 2025 года. Ну вот здесь могу сразу наперед вам, так сказать, забегая наперед, рассказать. Я уже записал по Пафосу целой провинции, по провинции Лимассол, и могу сразу сказать, что вот провинция Ларнака, наверное, была одна из наиболее недооцененных провинций с точки зрения стоимости квадратного метра жилья, как и нового, так и старого. И вот сейчас она, так сказать, ведет себя вполне адекватным образом. То есть за год новое жилье подорожало на 2,42%.
То есть это с учетом инфляции практически мы видим там незначительный, но все-таки рост. Мы дальше будем разбираться, какая инфляция на острове Кипр. И вам станет понятно, то есть если недвижимость растет чуть больше, чем официально признанная Евростатом инфляция, то это, в принципе, ваша недвижимость не падает в стоимости. Вы это должны совершенно четко понимать. В Пафосе отдельные, так сказать, классы жилья по отдельным муниципалитетам показывают отрицательную динамику, несмотря на то, что есть инфляция, и все равно там еще идет отрицательная динамика. Ну, рынок своего был перегрет, это 23-24 год, то есть там, ну, Лимассол, Пафос рос какими-то совершенно сумасшедшими темпами. И это отражается на том, что, помните, рука рынка, хотя я не очень сильно, так сказать, верю нашему уважаемому Адаму Смиту, но так или иначе, это классика жанра, да, в которой говорится, что рука рынка всемогущая, и все вот эти экономические процессы, которые происходят в экономике, они так или иначе влияют на состояние. В данном случае мы говорим о стоимости квадратного метра недвижимости. То есть чем больше перегрет рынок, тем рано или поздно меньше покупателей появляется на рынке или остается. И, соответственно, рынок корректирует сам себя. Чем снижением стоимости квадратного метра, что мы наблюдаем в городе и провинции Пафос, частично в провинции Лимассол, и видим, что провинция Ларнака показывает нам динамику роста плюс 2,42%. Надеюсь, очень подробно рассказал. Старое жилье, также муниципалитет, город Ларнака. Рост за месяц, друзья, плюс 0,43%, я прошу прощения, видим на карте. И если обратимся к экселевским данным, внизу табличка, то мы можем посмотреть локации, опять же, стоимость квадратного метра в разрезе локаций. И, естественно, в данном случае рост плюс 0,43% в целом по городу, муниципалитету. Все локации, которые вас интересуют, вы можете посмотреть и, так сказать, увидеть на данном рисунке. Да, немножко вот я смотрю, плохой, размытый какой-то, да, размытый фон. Ну, следующее видео постараюсь сделать более четко, чтобы это было, ну, понятно. Вот у меня плохое зрение, может быть, я вижу, как-то размыто все кажется. Ну, буду стараться улучшать, так сказать, контент с точки зрения и наполнения, и с точки зрения визуализации вот этих статистических рядов. А следующий слайд посвящается старому жилью в муниципалитете Ларнака, но уже на протяжении года мы видим, что стоимость квадратного метра выросла на 3,03%. Ну, я показываю вам подытоживающие данные. График, рисунок, ноябрь 2024 год 2279 евро и ноябрь 2025 год 2348 евро. Ну, видите, да, динамика роста.